Вопрос, который неизменно висит в топе российского поиска в Гугле последние полгода и появляется тем чаще, чем хуже приходят данные по экономике, звучит так. Собирается ли государство изымать депозиты граждан? Раньше мы по этому поводу были значительно более оптимистичны. Но теперь, на фоне того, что мы видим по цифрам ВВП, по показателям отраслей, по долгам бюджета, на фоне того, что мы слышим от чиновников, наша позиция изменилась. Государство нацелилось на депозиты граждан. И они, если не в опасности сию минуту, то точно не в безопасности. Сегодня будем подробно это разбирать. Но прежде чем начнем, объявление. Во-первых, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу блокировок. Там же вы найдете наш светофор VPN, где мы сравниваем разные сервисы. Среди них обратите внимание на Blank VPN, он постоянно в топе светофора. Во-вторых, напомню, что у нас есть удобный магазин, где продаются мои книги и мерч. Загляните. Там, например, моя книга про историю Новой России, про Вторую мировую, первый том еще там вышел, ну и еще много чего. Посмотрите. Ну все, начинаем. Понятно, почему вопрос о сбережениях в банках людей волнует больше, чем падение доходов, закрытие предприятий, сокращение занятости и даже инфляция. На сбережениях построено наше представление о жизни и завтрашнем дне. Именно они должны застраховать нас от потери работы, роста цен и сокращения доходов. Мы делаем сбережения на черный день. И нет хуже ситуации, чем черный день в виде исчезновения наших сбережений. Если ровно в тот момент, когда нужна страховка, страховку эту кто-то перерезал. К вопросу этому может быть два подхода. Историко-политический и экономический. И смысл, в общем-то, имеют оба. Хотя выводы из них противоположные. Историко-политический подход говорит, что покушение на банковскую систему и сбережения, равно как и покушение на деньги как таковые, в форме объявления их недействительными или внезапной их заменой, это худшая тактика из возможных. У государства есть много способов ограбить людей так, чтобы они либо этого не заметили, либо не очень разозлились. Можно повысить налоги, сборы, тарифы, акцизы. Особенно, когда речь идет не о прямых налогах, а об условном НДС или топливных акцизах, например. Тут-то люди ничего не отдают напрямую. Для них просто растут цены, что воспринимается как нечто неизбежное. Можно побухтеть, но, собственно, что делать? Можно насытить экономику бумажными рублями с печатного станка ЦБ и разогнать инфляцию. Это тоже способ ограбить людей. У граждан останется столько же циферок на банковском счете, столько же банкнот в кошельке, но в реальных курицах, шоколадках, автомобилях и квартирах будет намного меньше денег. Такие способы изъятия денег вызывают не открытое недовольство, а тихое раздражение. Тем более они хороши тем, что их можно дифференцировать на разные категории граждан. Цены на топливо влияют на все, но в первую очередь их видят автовладельцы. А пенсионерку, которая ездит только на трамвае, рост топливного акциза не настолько огорчит. Короче, общее правило, которым наше государство при Путине всегда руководствовалось, звучит так. Изымая деньги у граждан, прячьте момент транзакции. Лучше зашить 100 тысяч рублей в товары и услуги, чем заставить человека взять свои кровные 10 тысяч и отдать вам. Тогда вы сможете всем рассказывать про государство низких налогов, собирая только в федеральный бюджет 20% ВВП. Этой логики тщательно придерживались примерно всегда. Даже в острейшей фазе бюджетного дефицита подоходный налог стараются не трогать. Да, его повысили, ввели прогрессивную ставку, но реальность в том, что абсолютного большинства граждан это не коснулось. У нас очень бедная страна, большинство живет под планкой повышения. Покушение же на вклады из логики этой радикально выбивается. Это не то, что можно скрыть, как-то сболтать или избежать последствий. Это даже не деньги, которые вы заставляете кого-то заплатить. Вы просто их без спросу забираете. Для банковской системы опасны даже слухи о том, что нечто подобное может ожидаться. Что выдадут не всем и не все, что выдадут не деньгами, а облигациями военного займа, талоны на «Ладу» и «Искру», что выдадут не сейчас и не потом, что будут условия и лимиты. Если слухи такие пошли сегодня, то набег вкладчиков на банки случится завтра. Это правило не знает исключений. Но представьте, вся ваша жизнь, планы на будущее, карьерные решения, семья – все строилось на том, что у вас что-то лежит в кубышке. А вам объявляют, что теперь это не совсем деньги, что вам вашими деньгами больше нельзя распоряжаться.
Неважно, в каком формате вам решат их не отдать. Фантазия тех, кто пробовал такое проворачивать, непредсказуема. Может ограничить сумму ежемесячного снятия или часть денег превратят в какие-нибудь баллы, как сделали с пенсионными накоплениями, а цену баллов поручат устанавливать правительству. Или действительно депозиты в облигации конвертируют, выплачивая только проценты, а основную сумму когда-нибудь после окончания специальной военной операции. Или разрешат выдавать вклады только тем, у кого паспорт на четную цифру заканчивается. Результат-то в любом случае будет один. И это будут не митинги, не протесты, даже не ролики какие-то в интернете. Такого рода действия – это прямой путь к уничтожению банковской системы и реальному мятежу. На таком режимы и заканчиваются, их просто никто не приходит защищать. Политическая логика говорит: ни в коем случае. Все что угодно, только не это. С другой стороны, не очень понятно, а что еще-то делать? Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в приступе откровенности говорит прямо: помимо средств граждан, другого способа финансировать бюджетный дефицит не существует. И так и есть ведь. Действительно. Стагнирующей или снижающейся экономике поднимать налоги бессмысленно. Среди главных экономических концепций существует кривая Лаффера. Она иллюстрирует довольно очевидную идею. Начиная от нуля, с каждым процентом налоговой ставки пропорционально растет собираемость налогов. Начиная с определенной ставки, рост перестает быть пропорциональным. Каждый процентный пункт дает немного меньше денег, чем предыдущий. Затем кривая эта достигает пика, максимума денег, которые вы можете забрать при неизменной налоговой базе. Дальнейшее повышение ставки ведет к снижению налоговых поступлений. При ставке в 100% поступления в бюджет будут равны нулю. Идея в том, что после определенного уровня налоговая ставка начинает отрицательно влиять на рентабельность легальной экономической деятельности. Невозможно просто легально вести деятельность и что-то зарабатывать. Надо или в тень уходить, и тогда никаких налогов, или разориться, обанкротиться, и тогда тоже никаких налогов. И мы видим, что российское правительство, и это по цифрам явно видно, уровня этого достигло. Можно где-то добрать по копейке попробовать. Там 10 миллиардов на каком-нибудь акцизе, тут 15 на перерасчете, там 7 на новых штрафах, тут 500 миллионов на новой госпошлине. Но когда весь федеральный бюджет 44 триллиона при запланированном дефиците в 4, такие суммы даже не ошибка округления. Просто одни начальники показывают другим, что они не бездействуют и ищут деньги. Россия исключена из мировых финансовых рынков, и привлекать заемный капитал может только из внутреннего рынка. Единственный значимый покупатель государственных облигаций – это банки. Единственный значимый источник денег для этих покупок – это депозиты граждан. Проблема не только в том, что российский госдолг финансируется из единственного источника, но еще и в том, что в условиях крайне жесткой монетарной политики ЦБ, направленной на борьбу с инфляцией, госдолг этот очень дорогой. Банки берут у граждан деньги под огромный процент, около 14%, и одалживают государству под столь же спекулятивный, 13-15%. На этом моменте еще раз повторим, российский госдолг принципиально нельзя сравнивать с американским. Почему? Скажем после небольшой рекламы. Актуальной, кстати. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас очень многие для путешествий удаленно оформляют себе карты зарубежных банков. И бывают они разных видов, виртуальные и пластиковые. У них функционал немного отличается. Что стоит учитывать при оформлении карты? Поэтому у компании SkyCards, которая дистанционно оформляет зарубежные карты, есть 3 разных предложения под потребности клиента. Первое, самое популярное, для поездок за границу. Для аренды автомобиля, бронирования отелей. Второе, для оплаты подписок и сервисов. Третье, для жизни за рубежом и регулярных переводов. Еще доступен семейный тариф. Если вы хотите оформить карту еще и члену семьи или другу, это будет гораздо выгоднее. Проконсультируйтесь с менеджером, чтобы узнать подробности и подобрать подходящую карту. Оформят ее всего за несколько дней по заграннику или внутреннему российскому паспорту и доставят в любую страну, где бы вы ни находились. Приложение банка, кстати, доступно на русском языке. Карту любого тарифа можно будет привязать к Apple или Google Pay, а пополнять прямо с российского счета по выгодному курсу. Нам такую карту тоже сделали. Мы протестировали. Все работает. Вот она. Важная деталь. Оформление происходит только по предоплате. Однако, если счет по какой-то причине не откроют, SkyCards вернет деньги. Переходите по ссылке в описании и активируйте скидку до 30% на услуги SkyCards по промокоду CATS.
Ну или назовите его менеджеру на консультации, где вы сможете сразу подобрать тариф и задать вопрос. Ссылка для связи с менеджером в описании. Продолжаем. Мы говорили о том, что российский госдолг большой и дорогой, и что сравнивать его с американским никак нельзя. Американские облигации – мировой хит в сбережении средств. Все хотят давать в долг Соединенным Штатам Америки. Они берут в долг задешево из множества источников, как внешних, так и внутренних. Они могут набирать много долгов, сейчас уже больше 100% ВВП, и могут эти долги обслуживать. В России все совсем не так. В России деньги для государства не просто дорогие. Не просто придется с каждого рубля, взятого в этом году, заплатить 15 копеек в следующем. Но тут еще и масштабы ограничены. Есть предел денег вкладчиков, которые банки могут переложить в ОФЗ. Проблема в том, что для обслуживания старых долгов надо набирать новые. Раньше или позже наступит момент, когда банки достигнут предела сумм, которые можно дать государству взаймы, а государство не сможет покрыть предыдущие обязательства. Но представьте вот ситуацию. Вы платите проценты по кредитной карте, вносите минимальный платеж, снимая деньги с этой же кредитки. Такое возможно до тех пор, пока ваша кредитная карта не достигла лимита. Вот так же и у государства. Банки не могут все, что у них есть, переложить в ОФЗ, не могут облигации выдавать из банкоматов. Есть предел того, что можно одолжить. И когда эти две кривые, обязательства по обслуживанию долга, которые растут, и предел заимствований, который сокращается, встретятся, тогда естественным образом наступит дефолт. Не технический дефолт, когда у государства в моменте кассовый разрыв, нет денег на счетах и ЦБ нужно быстренько через аукционный репо временно раздобыть ему денег. А самый настоящий, старый добрый дефолт. Денег есть X, а заплатить надо 2X, а разницу взять негде. Отличие от кредитной карты заключается в нескольких важных обстоятельствах. Во-первых, ваш лимит по кредитке фиксирован. Его могут увеличивать, когда вы выполняете внутренний KPI банка, но не уменьшать. Ваши действия не сокращают лимит заимствований. Падение же экономики, массовые сокращения, снижение доходов, закрытие бизнесов – все это ведет к тому, что государству нужно одалживать больше, ведь доходов приходит меньше. А одновременно с этим граждане и предприятия вынимают деньги из банков и сокращают лимит заимствований. Во-вторых, операции с кредитной картой, как правило, не исчерпывают экономическую активность гражданина. Мы не можем, взяв только выписку по кредитке, сказать, этот человек ведет себя неразумно и загоняет себя в неподъемные долги. Потому что ведь вполне может быть, что человек этот вложил все деньги в бизнес, купил партию товара и ждет момент, когда его можно будет продать. Может, ему от прабабушки квартира досталась. Он все снял, чтобы сделать ремонт, и вот-вот ее продаст и все отдаст. Может, ему оффер в Apple на 500 000 в год дали, и сейчас нужно угрохать все нажитое непосильным трудом, чтобы в Калифорнию с семьей переехать. Может быть, человек гоняет туда-сюда деньги по кредитке, чтобы перезимовать. Чтобы было на что кушать в ситуации, что деньги были, деньги будут, денег нет. У него есть деньги, он об этом знает, просто они пока не в ликвидной форме. У российского же государства не так. Российское государство вкладывает долговые деньги в производство руин и трупов. Оно лезет в долги, чтобы ухудшать свое положение, убивать рабочую силу, увеличивать бюджетные обязательства на обслуживание оккупированных территорий, санкции против себя наращивать. И это даже нельзя сравнить с ситуацией, когда человек снимает все с кредитки и проигрывает в казино. Потому что ты проиграл в казино и проиграл, у тебя просто стало 0 денег. Вернее, сравнить происходящее с ситуацией, когда кто-то обнулил кредитку, чтобы пересадить себе раковую опухоль. Ты берешь рубль, должен за 10 лет отдать 2,5 рубля, чтобы нанести себе ущерб еще на рубль. Тебе теперь и с раком бороться, и кредит отдавать. У долгов, взятых на войну, жесткая отрицательная мультипликация, в отличие от долгов, взятых на настоящую реальную экономическую деятельность. Насколько у российского государства все плохо с дефицитом и долгами? В предварительной оценке Минфина, которая, если и будет скорректирована, то вряд ли в сторону снижения, дефицит за первый квартал составил 4,5 триллиона рублей. Мы за квартал превысили план, заложенный на целый год. Доходы за первый квартал по сравнению с прошлым годом упали на 8,2%, а расходы выросли на 17%. Выгрести весь дефицит на год за один квартал можно в двух случаях.
Либо версткой бюджета у вас занималась абсолютно некомпетентная команда людей с перманентным похмельем, которые вообще не в состоянии оценить потенциал экономики и перспективы извлечения из нее денег. Либо случилось какое-то непредсказуемое обстоятельство глобального масштаба. Классический пример тут – ковид. В феврале-марте 2020 года полетели в мусорку расчеты всех Минфинов и Центробанков на свете. Это была огромная трагедия для бухгалтеров, финансистов, экономистов по всему миру. Они полгода ходили на работу зря. Начало войны в феврале 22-го, ипотечный кризис США в 2008-м. То есть должно случиться что-то такое, то есть что была одна экономика, а стала теперь вообще другая. И надо просто с этим смириться. Но ничего подобного-то не происходит у нас. Даже наоборот, мировые цены на нефть поднялись сильно выше, чем кто-то мог ожидать. Расхождение планов и фактических расходов нельзя оправдать ничем, кроме того, что экономика просто ушла в неконтролируемую рецессию. Мы впервые видим, как государство это признает. Не замедление роста, не стагнацию, а прям рецессию. Владимир Путин говорит о снижении ВВП на 1,8% за январь-февраль. Глава Минэка Решетников о снижении на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале. По прогнозу Сбера, экономика по итогу года сократится на 1,5%, инфляция вырастет до 6,5%. Таким образом, Россия находится внутри худшего кризиса, какой только можно себе представить. Внутри стагфляции. Это когда при высокой инфляции экономика падает. Государство собирает и будет собирать меньше денег не потому, что случилось непредсказуемое стихийное бедствие, а потому, что случилось то, о чем как минимум 1,5 года говорили все, включая такого либерального экономиста, как глава Ростеха Сергей Чемезов. Проблема стагфляции, почему в 70-е годы в США вспоминают примерно как у нас 90-е, в том, что из нее нет хорошего выхода. Любое действие только ухудшает ситуацию. Вы снижаете ключевую ставку, наращиваете госрасходы, насыщаете экономику деньгами, а в результате просто разгоняете инфляцию. Любой рубль, который вы внесли в экономику через дешевый кредит или бюджетные расходы, ведет не к росту экономики, а к тому, что завтра вам надо будет потратить сильно больше, ведь цены вырастут. Если вы изымаете деньги из экономики, сокращаете расходы, держите высокую ставку, то лишь усугубляете падение. Душите то, что и без того едва дышит. С точки зрения доходов государства и его долговых перспектив, получается очень страшный парадокс. Чем больше вы одалживаете и тратите, тем больше вам нужно одалживать и тратить, просто чтобы поддерживать статус-кво. Ведь расходы ваши уходят не в рост, а в инфляцию. Чем больше вы тратите, тем ближе вы к дефолту. Если же вы сокращаете расходы, то получаете падение поступлений, потому что экономика сокращается еще быстрее. Чем меньше вы тратите, тем ближе вы к дефолту. Чем выше ставка Центрального банка, тем дороже государство одалживать деньги. Тем ближе вы к дефолту. Чем ниже ставка, тем меньше денег у банков в распоряжении. Тем меньше люди сберегают, и тем ближе вы к дефолту, ведь сокращается кредитный лимит. Хоть круть-верть, хоть верть-круть. Как выходить из такого кризиса? А никто не знает. Как американцы из него вышли в 80-е? Ну, фанат Рейгана вам скажет, что президент США под номером 40 и его глава ФРС Пол Уокер совершили экономическое чудо. Человек чуть менее восторженный объяснит, американцам просто повезло. Случилась технологическая революция, возникла совершенно новая отрасль высоких технологий, новые рынки, резкий рост производительности труда, на руинах старой экономики, которая так и не воскресла, вдруг родилась новая. Вопрос, как выйти из стагфляции, это примерно как вопрос, чем лечить бешенство при появлении симптомов. На этом этапе бешенство ничем не лечится. Оно кончается смертью, кроме нескольких исключительных случаев в истории человечества. Вот так же и со стагфляцией. Чем лечить экономику, которая за 4 года полностью перестроилась на производство руин и трупов, сознательно выбила себя из рынков капитала? Экономику, где люди массово занимаются непроизводительным трудом, собирают дроны или гибнут в окопах. Что делать, если весь экономический рост последних лет основывался на погружении государства в долги? На том, что стимулировался неадекватный спрос, который теперь схлопывается. 45% малых и средних предприятий заканчивают год в убытках, треть на грани закрытия. Одни люди будут терять работу, сокращать потребление, от этого будут терять работу и сокращать потребление другие люди. Собираемость налогов будет падать по всем отраслям. Что делать, если у вас грузоперевозки РЖД
а это главный индикатор всей промышленности, без грузовой логистики нельзя ничего продать и произвести, упали до минимума за 16 лет и продолжают падать. Где взять дополнительные доходы, если все сыпется сквозь пальцы? Ведь каждый вагон, который стоит в отстойнике, это продукция, которую не произвели, и зарплата, которую не заплатили. Ресторан, у которого нет посетителя, или бизнес, который завтра закроется и не заплатит налоги. Потребительский кредит, который нечем будет отдавать. В нашем случае ответ может быть только один, и государство все меньше стесняется его озвучивать. 60 триллионов рублей на депозитах, которые нужно забрать так, чтобы потом не отдавать. Как именно это будет сделано, вопрос исключительно творческий. Скорее всего, как это у нас принято, начнут с условно богатых. Вот есть у нас страховая сумма по депозитам 1,4 миллиона рублей. В ее пределах, граждане, ни в чем себе не отказывай. Их можете снять. Возможно, не сразу, возможно, в рассрочку, но снять. А все остальное – это больше не депозиты никакие, а инвестиции в новый миропорядок. Заключается он в том, что Малая Токмачка, Купенск и Дональд Трамп – это наше все. Мы тут геев побеждаем под Покровском. Потом побежденных загоним на хлопковые плантации, и тогда заплатим вам. Когда-нибудь. Вот как советская власть вкладывалась в мегапроекты, электростанции посреди нигде, повороты рек, целинные земли, финансирование друзей по всему миру от Восточной Европы до Латинской Америки. А потом объявила гражданам, что проекты не взлетели, а денег нет. Вот так же и у нас. Новый миропорядок пока на этапе котлована. Достроим, попробуем эту херню кому-то продать и вернем ваши инвестиции. Точнее, инвестиции всяких богатых бездельников. Потому что откуда у трудового народа больше 1,5 миллиона на депозите в стране 5000-ных микрозаймов? Бедные тоже, конечно, останутся без денег. Гроши, выданные из депозитов, в условиях сокращения доходов и инфляции не спасут. Но социальную напряженность такой формат изъятия может временно снизить. Другой вариант с тем же исходом – включение печатного станка ЦБ, финансирование бюджетного дефицита эмиссией. 60 триллионов рублей на депозитах как лежали, так и будут лежать. Просто за пару-тройку лет на них можно будет купить разве что однушку в Самаре. Одну на всех. Так или иначе, государство повторит судьбу позднего СССР. Просто откажется от своих обязательств. Либо в форме заморозки вкладов, либо в форме убийства рубля как валюты. Либо творчески совмещая оба подхода. При любом сценарии это гибель банковского сектора, макроэкономическая катастрофа, переход экономики на бартер, а граждан к накоплению долларов под подушкой любой ценой. Что в наших широтах так-то идея всегда неплохая. К чему это приведет? Ну, Советский Союз ровно на этом и закончился. В чем тогда план Путина? Видимо, в том, что на его век, на его строительство нового миропорядка устойчивости и инерции российской экономики хватит. Ну или должно было хватить. Видимо, Путин рассчитывал, что всякий раз ситуацию будут за уши вытягивать какие-то случайные обстоятельства, до которых просто надо досидеть. Дональд Трамп еще с кем-то удачно повоюет. Где-то еще в мире какого-то чудика изберут, и он, ну даже не знаю, да просто даст Путину $1 триллион. Но вот такой опыт накопился у российского главного начальника. За 26 лет все само рассасывалось. Главное не тереть, а просто ждать. Ковид сам закончился. Пригожин сам оказался идиотом. Мировые кризисы сами исчерпались. Практика говорит, держись за кресло, а дальше оно как-нибудь само. Что будет после смерти в этом кресле, Путина волнует в первую с конца очередь. Факт в том, что будет это уже без него. Если бы его реально волновало наследие, о чем любят рассуждать кремлинологи, он бы вел себя совершенно по-другому. Проблема Путина не в том, что он не осознает губительность своей политики, а в том, что он сильно переоценивает ресурсы страны. Путину невероятно повезло с эпохой. Он единственный руководитель российского государства за всю его историю, который правил при избытке ресурсов. Единственный, кто имел роскошь выдумывать врагов для России. К его приходу их было ровно 0, не считая чеченских сепаратистов, что несерьезно. Единственный, кому хватало на все и сразу. Дворцы строить, пенсии платить, всяким имиджевым фантазерством и мегапроектами заниматься, европейских политиков и чиновников коррумпировать, олимпиаду в субтропиках проводить. Ему вообще не надо было задумываться о прибыли, о каком-то возврате каких-то денег. Он просто засовывал руку в страну, как в мешок Деда Мороза, и вынимал, что хотел. Трубы в ЕС, суперджет, захват Крыма, космодром Восточный, министр иностранных дел Австрии, канцлера Германии. Просто брал и покупал.
И с войной поначалу было так же. Мало снарядов? Пошел купил у Ким Чен Ына. Нефть под санкциями? Пошел купил танкеры. Убегает народ от мобилизации? Пошел купил контрактников за 400 тысяч. Они идут за 400, так за 800, за миллион, за 2, 3, за 4, да за сколько угодно. Убиваешь людей в первом же мясном штурме, выплачиваешь родственникам по 15 миллионов на круг. И все равно ничего не кончается. Ни деньги, ни люди. Россия многим казалась бездонной в первые пару лет войны. Но Путину она такой кажется до сих пор. Кажется, что выжимать из нее соки на его век хватит. Но это не так. Страна за 4 года не тратила безлимитные волшебные резервы, а залезала в долги. Не убивала каких-то лишних людей. Не занимала на военных производствах армию безработных. А изымала людей из реального сектора, убивала работников и потребителей. Катастрофические выкладки экспертов в самом начале войны, к которым до недавнего времени принято было относиться с иронией, не были словоблудием и кликбейтом. То были совершенно разумные предсказания. Просто у России оказался крепкий организм. Оказалось, что она может пить ацетон, посмеиваясь над ужасом в глазах врачей достаточно долго. А 4 года – это долго. Но результат предрешен. Будешь пить ацетон – помрешь. Вопрос только в сроках. Сегодня мы смотрим на экономические показатели, на снижение активности малого и среднего бизнеса, схлопывание угольной отрасли и строительства, закрытие розничных предприятий и сокращение даже госслужащих. Смотрим и понимаем, да, лимит исчерпался. Государству неоткуда взять новые деньги. Долги региональных бюджетов, треснувших на войне, покрывать нечем. Экономика будет сокращаться дальше. Денег у государства будет меньше. Любое его действие будет приводить к ухудшению ситуации. Отвечая на вопрос, который задают себе миллионы граждан, стоит ли бежать за своим депозитом? Тут надо сказать вот что. Мы, конечно, очень далеки от того, чтобы иметь такую силу, чтобы спровоцировать набег вкладчиков. Но надо понимать, 60 триллионов на депозитах – это единственные деньги, которые сейчас есть в России в принципе. Это прямая цитата Эльвиры Набиуллиной. Ровно так она и звучит. Вот прямо она говорила, до 22-го нашим заемщикам, нашим компаниям были доступны, назовем так, сбережения граждан Европы и США. А сейчас нам мировые сбережения недоступны. Единственный источник финансирования, практически единственный, это российские сбережения. Это цитата Набиуллиной. И она совершенно права, так оно все и есть. Государство тем или иным способом эти деньги заберет. Раньше или позже. В значительной степени уже забрало, просто пока об этом не сказала. Идея, что лучшие банки в России это 3-литровые с наличными долларами, никогда не была глупой. С каждым месяцем, с каждым новым ужасающим отчетом по экономике и дефициту бюджета, идея эта будет все более и более разумной. До завтра.